Ну что ж, команда Gargon Empire у нас готова на своем маяке. Дожидаемся команды ОС. Ну что ж, обе команды готовы. Сейчас, напоминаю, у нас будет бой между командами Out of Sight и Gargon Empire. Баны у нас Скимитар, Иштар, Тайфун, Fleet Issue и Vigilant. Пожелаем ребятам удачи. Думаю, к моим пожеланиям присоединятся все смотрящие стрим. Что ж, пришла у нас стилета команды ОС. Хирон, ух, интересный состав. Стилета, 2 Хирона. От команды Gargon Empire пока мы видим 2 фригологистов. Курса. Ух ты, какие интересные сетапы. Ну что ж, команда... Куда-то они потопили. Или мне кажется, команда Gargon Empire у нас выбрала классический как раз таки мотораж. Сейчас я всех дружно залочу и все вам расскажу. Ох ты ж, очень интересно, ребята, будет бой. Буквально одну секундочку. Сейчас я растасую здесь корабли. Ну что ж, команда Gargon Empire у нас на классическом мотораше. Это Sleipnir, Broadsword, Курса и 2 Т1 фригологиста, 2 бруста. А команда ОС у нас на 2 Нави, Скорпах, Стилете и 2 Хиронах. Очень-очень интересный нас ожидает бой. Давайте посмотрим, не артиллерийский ли у нас слепень. Нет, слепень у нас пулеметный, следовательно, это клазовый мотораж. О тактиках, да, я не знаю, что будет сейчас делать мотораж, но Скорпионы, Хироны — это логистические фрегаты, которые накачивают дальность лока Скорпам, антиджамп Скорпам, Стилета должна что-то таклить, и Скорпы стационарно будут за счет круизок раздаваться на весь грид своим дамагом. ДПС у них колоссальный, танкуют они очень много. Так что сейчас посмотрим, что у нас будет происходить на арене. И отсчет у нас уже пошел. Близится начало раунда. Что ж, бой начался. И Broadsword, да. Ребята из Gargon Empire поехали потихонечку в клосс. Стилета вырывается вперед, и сейчас она должна либо что-то затаклить, либо наоборот, она потихонечку уходит. Ну что ж, Курса, судя по всему, будет праймари. Идет у нас дамп с Хиронов. Дампят они, пытаются задампить они Т1 логистов. Дамага пока ни от одной команды не идет. Broadsword у нас врывается на Скорпов, ловит одного из Скорпов на скребок, идет дамаг по брусту, но Т1 логисты благополучно себя пока выкачивают. Пошел у нас дамажиться первый Скорп, посмотрим, как они будут пробивать его. Но, по идее, сейчас мы видим, что Курса его сушит. Более того, она сушит, по-моему, 2 Скорпов, и проблемы у этого Скорпа должны появиться. Видимо, что он потихонечку подтекает, плюс здесь идет некий дамаг по Стилете, но это пока не так важно. Приблизим камеру к Скорпу. Что ж, Скорп у нас потихонечку течет. Пытаются они праймарить. Круизки это же у нас, да? Да, это у нас круизки, все правильно. Пытаются они праймарить Т1 логистов команды
Горгон Эмпайр, но пока безрезультатно. И мы видим, что первые круизки сейчас пошли по курсе. Переносят они дамаг, видим, что Скорб качается, но под нейтриками. Долго качаться он не сможет. И посмотрите, какой дамаг сейчас влетает в курсу. За залп они сняли 25% шилды. Посмотрим, как она будет жить дальше. Сейчас бурсты мы видим, они сейчас врываются на курсу и будут ее репать. Посмотрим, что у нас будет с откачкой. И пока курса откачивается, но, по-моему, у нее должны появиться какие-то проблемы. Она до сих пор нейтрит, то есть она не пытается вытопить, хотя это абсолютно бесполезно, потому что круизки в данном сетапе покрывают весь грид. И у нас умирает Херон у команды ОС. Начали они потихонечку убивать мелочь, потому что скорпов они пока пробить не могут, хотя скорб уже потихонечку дотекает. Видим мы, что курсу продавливают всквозь двух логистов. Скорее всего, курса сейчас греет инвульку. И как только она потеряет возможность ее греть, то есть очень сильно она себе ее продамажит, скорее всего, они убьют курсу. И после этого все будет плохо. Тем временем скорб у нас дотекает. 15-10% шилды у него. Неизвестно, может ли он качаться. 7% я не думаю, что он должен так танчить. Либо сейчас он перезаряжает АШБ, либо у него просто нет капа. АШБ давно уже иссякло, 0% шилды, потек армор. Курса не умирает, какой-то дамаг у нас пошел по фригологисту, то ли они свичнули фокус, не очень пока понятно. Нет, курса до сих пор активно утекает. Скорб начал качаться, возможно, он перезарядил АШБшку, либо он просто находит капу, то есть он съедает кап-бустеры, сколько может, столько откачивает шилд-бустера. Абсолютно все нейтрики сейчас на нем лежат, абсолютно все нейтрики сейчас на нем лежат. Ну что ж, курсу все-таки выкачали. Не смогли пробить ИОСы курсу. Увы, не смогли пробить. И сейчас непонятно, что будет дальше происходить. Потихонечку избавляются они от мелочи. Видимо, делают это дроны. Можно посмотреть, да, инфильтраторы потихонечку доедают Херона. Сейчас будет минус Херон и будет минус Скорб Нави. Это на самом деле уже, наверное, поражение для команды ООС. Не давится курса никак, ее откачали, фригологистов тоже не было возможности пробить. Минус Херон, и если Скорб сейчас каким-нибудь чудом не перезарядит АШБ, то да, он не перезаряжает, и минус Скорб. Ну что ж, у команды ООС остается только Скорпион на Вишью и Стилета. Нет возможности сейчас у команды Out of Sight как-то пробить откачку Горгон Эмпайр. А у Горгон Эмпайр как раз таки есть весь необходимый ДПС, а главное нейтрики, чтобы убить активный Скорб. Видим мы сейчас, что Бродсворд и Слепень стоят в нуле, закрепились, там вливают весь свой дамаг. Курса потихонечку нейтрит. Стилета здесь что-то подскочила, попыталась что-то потакать, что-то подамажить, но толку от этого, естественно, никакого. Скорб сейчас абсолютно безрезультатно пытается отстреливаться. Отстреливается он по ненавистной курсе, которая по факту сделала весь этот бой. То есть, если бы... По курсе же, да? Нет, по бурстам пытается отстреливаться Скорб Нави, по курсе он уже не стреляет. По факту, да, весь бой сделала курса, которую не удалось продавить. Возможно, в начале боя им нужно было пытаться сразу убить курсу, потому что был какой-то потенциал. То есть мы видели, что курсу продавили, наверное, до процентов 20 шилды, но все-таки логисты ее выкачали. Плюс видим мы, что... помимо откачки с бурстов, у них есть еще и Light Shield Maintains дроны, то есть откачки там, в принципе, приемлемое количество, и ее ровно хватает на то, чтобы танковать эти Нави-скорпы. Оба формата на самом деле очень сильные, очень классные оба формата. Ну и такой инсайт. Оба формата от Camille Empire. Это формат, который Camille Empire публиковали на FanFest, а этот формат они не публиковали, но тем не менее я знаю об этом формате. Так что пока ничего неожиданного никто нам не предложил. Ну что ж, утекает у нас потихонечку Скорб, у него уже закончилась капа репаться. Так как Скорпион убит, я думаю, что мы можем посканить фит, потому что фита все равно окажется на киллборде, и посмотреть, что там. Ну что, Shield Booster Amplifier, пассивные риги, АШБ мы нашли.
Ах, это несколько другие скорпы. Я подразумевал изначально, что у этих скорпов обычный шилдбустер, плюс капбустер, плюс АШБ. Но нет, у этих скорпов, видимо... Да, у этих скорпов только один X-Large АШБ, то есть дополнительного танка у этих скорпионов не было. Ну и ради интереса давайте, стилетка, я подозреваю, тоже умрет. Чекнем, что там было на стилетке. На стилетке у нас Носфа, Медиум, АШБ, МВД. Да, это обычная таклящая стилета, которая в начале боя в подобном формате должна врываться на логиста, таклить его, после этого скорпы. Посмотрите, как танкует у нас скорпион. После этого скорпы разрывают логиста и убивают потихонечку остальных дамагеров. Ну что ж, на поле боя у команды ООС осталась только стилетка. Сейчас ее потихонечку убьют. Видим, что она там... Показалось, что бежит к краю арены, но нет, не бежит она к краю арены, вообще уже никуда не бежит, под нейтриками, под поинтами, и да, минус стилета у нас. И команда ООС в сухую проигрывает этот бой. Ну что ж, поздравляем мы Гаргон. Очень хороший бой получился. Респект и ООСам, и Гаргонам. Очень красиво, очень интересные сетапы. Классно. Я на самом деле в восторге. Даркмор, вот, полный ник человека, да, это человек, который был в Дарксайде. По факту мы здесь видим почти всех людей из Дарксайда, за исключением Рикарус, хотя, в принципе, я не помню, на каком моменте он присоединился к сотам, возможно, он присоединился тогда, когда они еще были в ДС, так что по факту можно всех этих ребят считать ребятами-выходцами из Дарксайда. Ну что ж, сейчас у нас... команды потихонечку будут переноситься обратно, и, наверное, я набегу как минимум Гаргоном, так точно. Ах, Гаргоны сидят пока в своем ТСике. Да, я сейчас покну Рикаруса и спрошу, есть ли у него время. Как раз таки, да, как я и говорил, мы видим Рика на бурсте, мы видим Шинаха тоже на бурсте, на слепне у нас Даркмор, Панди на курсе, видимо, Панди как человек, который играет как на пианино на кораблях, а курса как раз таки требует этого самого пианино, потому что огромнейшее, просто колоссальное количество модулей там, и Грот у нас на Бродсворде, а Бродсворд в данном сетапе это как раз таки эдакий фрегат, который летает на скорости 3000 и таклит цели. Следующий бой у нас будет между второй командой Out of Sight во главе с Лозером и командой Dreamcaster во главе с Бердлайком. Dreamcaster это вторая команда от Afterlife. Hey, wake up. User was moved Привет, to your Рика, я тебя channel. перенес слегка. Привет. Так, сейчас я, подожди, выкручу погромче, тебя не отвлекаю, ничего важного. Все хорошо. Окей, ну давай, не знаю, в двух словах. Спасибо организаторам за то, что устроили этот турнир. Довольно-таки внезапно за 2 месяца до основного турнира было приятно увидеть, наверное, приглашение от Зумзата. Вот. Ну и, естественно, сразу решили, что будем участвовать. Окей, а по бою что скажешь? Как вообще, как откачивалась курса? Нормально откачивалось, там летало много дронов, конечно, немного доставали, так сказать, но как бы, я бы не сказал, что особо тяжелый бой был, вот, но толстые скорпы, естественно, и
Я немного не понял, для чего в ганге Цептор. Ну, как бы так. Цептор, смотри, в этом формате в начале боя, если противник выставляет ганг с каким-то ключевым кораблем, который нужно остановить, либо с логистом, то Цептор просто, ну не то чтобы суицидно, но цепляет логиста, скорпы его убивают, чтобы он не ушел за рейндж никуда. Или, не знаю, там не смог на бэшке кататься, будучи под сеткой, и после этого разбираются уже непосредственно с дамагерами. Для этого здесь нужна стилетка. Ну да, скорее всего, так. Было интересно видеть, конечно, такой сетап. Необычный, там два Херона, если я не ошибаюсь. С электроникой дампили, в принципе, тоже немного отвлекало. Но, в принципе, все прошло как планировали. Угу. Просто у меня было такое ощущение, что знаешь, что Панди нагрел инвульку, и вот пока он ее грел, он мог танковать. Но ты вот рассказываешь, что в принципе все очень было легко. Нет, там был момент, когда я упал в джам, причем довольно-таки долгий, и откачивал, по-моему, только один логист его. Ну, естественно, он погрел, так сказать, резисты. Ну, я так понимаю... Сейчас 3 секунды, что-то пишут нам. Мы еще на тесте. Мы, в принципе... Ну, танковало именно вот этот ДПС, дамаг был не такой большой по курсе